Война. День 153. Ситуация на фронтах. Многие слепо верят, что ядерная держава не может проиграть войну или развалиться, забывая, что и то, и другое в истории уже случалось, и, судя по всему, случится снова. У СССР было ядерное оружие, но это не остановило его от развала, хоть он казался немыслимым, а ведущие западные политики старались это предотвратить. Ядерное оружие не помогло Франции в войне за независимость Алжира, хотя тот считался французской территорией, а не колонией. Наличие ядерного оружия у Британии не помогло ей не потерять свои колонии и предотвратить образование множества независимых стран. У США есть ядерное оружие. Это не помешало вьетнамцам изгнать их из страны, и это не остановило Талибан изгнать их из Афганистана, как когда-то СССР. Даже у Израиля есть ядерное оружие, что не помешало Египту и Сирии воевать за возвращение территорий, и как следствие Израиль вернул Синайский полуостров в обмен на мир. Ядерное оружие – это шантаж в руках маньяка, засевшего в Кремле, с целью запугать украинцев и мир, на который не стоит вестись. О подготовке к ядерному удару будет сразу известно Западу, и в Кремле хорошо знают, что на этот счет есть процедуры и цепочки действий. Альянс Свободы. Пентагон огласил список вооружений, которые входят в 4-й пакет помощи Украине. Он включает дополнительные высокомобильные артиллерийские системы, боеприпасы и значительное количество беспилотников. В частности, будет передано 4 дополнительных «Хаймарс» к 16 уже имеющимся, а также 4 командно-штабных машины для них, которые являются мозгом системы и способны управлять несколькими установками одновременно. Еще известно о поставке 36 тысяч боеприпасов калибра 105 мм гаубицам Л-118, которые уже засветились на фронте. Восток. Российские войска продолжают атаковать вдоль трассы М-20, пытаясь захватить Дементьевку, но пока их атаки удается отбивать. Харьков и пригороды продолжают обстреливать. Южнее, в районе Изюма, российские войска все никак не могут добиться полного контроля над Богородичным. Также бои продолжаются за Долину и Краснополье. В районе Северска российские атаки на Верхнекаменское, Иванодарьевку и Спорное удалось отбить. Дальше бои вдоль трассы Т-1302. Тут у россиян получилось продвинуться в Берестово, прорвав оборону ЗСУ. Бои за Покровское продолжаются. Тут российские войска атакуют с 2 направлений, со стороны Владимировки и Клинове. Российские войска овладели населенным пунктом Вершина и пытаются использовать вновь завоеванные позиции для продвижения на юг. Маневр был пойман и остановлен украинскими силами. Также россияне пробовали наступать на Семигорье со стороны Роты. Удержание населенного пункта сейчас имеет решающее значение для украинских защитников в этом районе. Россиянам удалось достичь Углегорской ТЭС. Украинские защитники отступили, и таким образом фронт постепенно выравнивается. Дальше сообщается о обстрелах вдоль всей линии фронта, но о продвижениях неизвестно. Юг. В Херсонской области продолжаются ожесточенные бои вдоль всей линии фронта. Чтобы сдержать давление украинских войск, россияне активно перебрасывают войска на это направление. В частности, техника была замечена в Мелитополе. Россияне продолжают попытки контратаковать украинский выступ на левом берегу Ингульца в районе Андреевки и Белогорки, но выбить ЗСУ у них не получается. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписку, комментарии и колокольчик. Это все будет помогать продвижению важной и правдивой информации.